Ребят, всем привет, на связи как всегда CloudGeo. Сегодня мы с вами снова будем говорить о проекте Kingdom Clash, потому что близится глобальное обновление и уже в игре есть какие-то нововведения. В этом ролике мы их все затронем, потому что действительно есть о чем поговорить. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу по традиции порекомендовать вам свой телеграм-канал, в котором я даю еще больше информации касаемо различных NFT проектов. Тут я показываю, в какие игры я захожу, из каких выхожу, как я фиксирую прибыль и сколько этой прибыли у меня получается. Также здесь выходит видео, которые не выходят на моем YouTube канале. Если вам все это интересно, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылочка будет находиться в описании к этому ролику. Для тех, кто не помнит, что это за проект, я вкратце напомню. Это NFT-игра на блокчейне VAX. NFT ее уже торгуются на Atomic Hub уже достаточно давно. Вы можете здесь купить все, что вам интересно, или скрафтить все, что вам интересно. Игра выглядит как стратегия, причем такая стратегия старенькая, браузерная, что-то типа Travian. Конечно же, к этому проекту нужно относиться как к игре в долгосрок. И когда вы инвестируете сюда свои деньги, вы тоже должны понимать то, что вы их инвестируете в долгосрок. И только в таком случае вы сможете отсюда получить какую-то прибыль. По поводу прибыли мы с вами поговорим чуть позднее, потому что для этого проекта уже есть калькулятор, и в нем мы сможем посмотреть цифры, на которые мы с вами сможем рассчитывать. Что сейчас важно, это то, что мы находимся в третьей фазе дорожной карты, и совсем скоро, уже в этом месяце, нам предстоит внедрение PvE механик. Что это значит? Это означает то, что на нашу деревню будут нападать. И в связи с этим мы уже сейчас можем построить казарму и начать тренировать свои войска для того, чтобы эти атаки отбивать. Я всем рекомендую это сделать. Если вы участвуете в этом проекте, обязательно уже сейчас начинайте тренировать свои войска. А если вы только планируете сюда заходить, то тоже в ближайшее время, как только вы прокачаете все свои здания, которые добывают ресурса, сразу стройте казарму и сразу начинайте добывать, вернее не добывать, а тренировать войска для того, чтобы в PvE режиме вы могли себя чувствовать достаточно комфортно. Давайте я вкратце расскажу, какие изменения у меня произошли с момента последнего выпуска видео об этом проекте и какие изменения я планирую внести в будущем. Напомню, что у меня эпическая шахта, которая добывает камень, и я ее не мог улучшать по причине того, что у меня были очень плохие склады, которые не позволяли мне хранить много ресурсов, а для того, чтобы улучшать эту шахту, здесь нужно, достаточно много ресурсов. Сейчас эту ситуацию я начал исправлять, и вот в ближайшее время я планирую исправить ситуацию с едой, потому что для еды нужны отдельные склады. Также я потихонечку начал менять здания, которые у меня добывают ресурсы, на более хорошие, более лучшие, и постепенно тоже все это дело буду улучшать. Также я понял, что достаточно важным фактором является расположение ваше на карте. И, собственно говоря, я посмотрел, мое расположение меня вообще очень сильно устраивает, скажем так. И если вы посмотрите, я раньше этого не замечал, если вот мы вводим по карте, то здесь в середине есть у нас какая-то сверкающая штука. Я думаю, что это неспроста, потому что если посмотреть все эти горы, здесь больше ни в каком месте этого нету, а это прям середина карты, и здесь что-то сияет. И я нахожусь здесь вот прям совсем рядышком, то есть если это будет какая-то пещера, в которую можно будет посылать свои войска и получать какие-то награды, то расположение у меня очень хорошее, я смогу достаточно быстро туда приходить, добывать там какой-то ресурс или какие-то артефакты и возвращаться к себе в деревню, поэтому все круто, все здорово, но я планирую купить еще одну землю и сделать второй аккаунт, в котором я также буду развиваться. Также хотелось бы сказать то, что у нас здесь есть лидборды, и в одном из лидбордов, в самом простом, конечно же, я нахожусь в топ-10. То есть вот я на 10 месте прям нахожусь, и мои очки 125. Конечно, я не могу попасть в более крутые какие-то лидборды, потому что у меня очень простая земля, и именно поэтому я собираюсь сделать второй аккаунт и буду развиваться уже на более крутых землях. Это будет давать мне большие преимущества. Рекомендую вам посмотреть, где вы здесь находитесь, потому что список здесь достаточно длинный, и учитывайте это все. Также касаемо тренировки войск, учитывайте то, что здесь есть разные войска, и они будут постепенно вам открываться. Многих войск мы сейчас не можем сделать, потому что для того, чтобы их сделать, нам нужно будет построить академию. А академию мы пока с вами построить не сможем, это будет в будущих обновлениях. Мы будем изучать какие-то науки, и эти науки позволят нам тренировать все больше и больше различных крутых войск. Но обязательно полазите по всем этим вкладочкам, посмотрите, что здесь есть, почитайте белую бумагу для того, чтобы быть в курсе того, что здесь вообще можно делать и как это нужно делать.
Еще хотел бы обратить ваше внимание на то, что в некоторых лидбордах, допустим, вот в самом крутом или вот, да, в эпическом, вы можете посмотреть, что здесь есть просто обычные имена. И у кого-то написан кошелек, а у кого-то какое-то рандомное или не рандомное имя. И как так сделать, чтобы отображался не ваш кошелек, а ваше имя? Сейчас я вам это покажу. Ссылочка будет в описании. Вам нужно будет перейти на vaxblog.io, авторизоваться в своем VAX кошельке. Подтверждаете транзакцию, просто авторизуйтесь, как вы обычно это делаете. И здесь во вкладочке User вы вставляете свой кошелек, а во вкладочке Username пишите свой ник, который вы хотите поменять. После чего нажимаете Submit Transaction. Подписываете транзакцию блокчейна, и это поможет вам поменять имя. Сейчас вы увидите, что в лидборде у меня отображался мой кошелек, и, собственно, здесь он тоже отображается, мой кошелек. Теперь мы обновляем. Сейчас я зайду в игру, и вы увидите то, что имя поменялось на то, которое я написал. Этим можно пользоваться просто для удобства, для того, чтобы смотреть, на кого вы нападаете, кто на вас нападает, чтобы все было именно вот в таком имени. Вот теперь я CloudGeo, и в лидборде я тоже буду отображен как CloudGeo. Что еще важно понимать, это то, что в этом проекте вам не обязательно все NFT покупать на Atomic Hub, потому что зачастую там цены достаточно большие. Если вы зашли в этот проект и у вас есть уже какие-то здания, которые добывают вам ресурсы, то вам открыта дорога в крафт. Вот я, к примеру, себе все крафчу. Вот многие здания эпические я себе просто скрафтил, и не было никаких проблем, просто по причине того, что все это время мой аккаунт добывал ресурсы, я их выводил на свой кошелек, и когда сейчас вот мне что-то понадобилось скрафтить, я завел эти ресурсы в игру, скрафтил себе то, что нужно, и, собственно, застейкал это, и теперь пользуюсь. Вы можете посмотреть, что у меня здесь куча всего, и, кстати, в конце этого видео будет розыгрыш, поэтому смотрите его до конца, разыграю NFT из этого проекта. И еще раз напомню важность того, что здесь нужно сейчас тренировать войско. Вот прям по КД заходите сюда, тренируйте для того, чтобы все было окей. И поднимайте, конечно же, уровень своей казармы для того, чтобы эти войска тренировались намного быстрее. Также не забывайте следить за дискордом этого проекта, потому что сейчас близится обновление с PvE, и в этом режиме PvE, вернее в обновлении PvE будет последний дроп, на котором можно будет приобрести себе земли, потому что земли в этом проекте, они будут ограничены. Поэтому если вам интересна эта игра, или вы хотите приобрести себе еще каких-то земель, то участвуйте в дропах, следите за тем, что пишут в дискорде, для того, чтобы все это дело не пропустить. А сейчас мы перейдем с вами в калькулятор и посмотрим, что из себя представляет эта игра. Все-таки это игра в долгосрок, да, и на какие цифры мы с вами сможем здесь рассчитывать. Сейчас я нахожусь в калькуляторе этого проекта. Калькулятор представлен в виде Excel таблицы. Ссылку на эту таблицу я оставлю в описании к этому ролику. Заглядывайте туда, там будет много полезных и интересных ссылок. Как он рассчитывает? Вам нужно выбрать степень рарности вашего строения или земли, а также уровень развития этого строения или земли. Если здесь все выкрутить на максималку, с учетом того, сколько сейчас стоят ресурсы и курс вакса, мы получаем такие цифры: $1064 в месяц, $248 в неделю, $35 в день и $1,5 в день. Ой, в час, прошу прощения, в час. Я согласен, что это не очень большие цифры, но стоит помнить то, что это игра в долгосрок, и она не должна захлопнуться за 3-4 недели или за несколько месяцев. Она рассчитана прям на год, вот такие масштабы представляете себе, и если вас не устраивают подобные цифры, то тогда, конечно же, вам лучше сюда просто не лезть, потому что вам этот проект тогда не подходит. Также стоит сказать то, что этот калькулятор не может посчитать все, да, то есть он не может учитывать столкновение армий. К примеру, вы напали на какого-то игрока, забрали его ресурсы, этот калькулятор это никак не посчитает. Он считает только то, сколько у вас есть строений, какой они степени, какой они рарности и сколько они приносят вам ресурсов. Исходя из этого, он рисует все эти цифры. Опять же, повторюсь, ссылочка есть на него в описании к этому ролику. Давайте теперь поговорим о условиях розыгрыша. Все будет, как всегда, мега просто. Вы уже кучу раз участвовали в розыгрышах на моем канале, и этот розыгрыш по факту не будет исключением в плане условий. Я скину NFT этого проекта победителям, которые сделают вот какие действия. Вам нужно будет подписаться на мой YouTube канал, поставить лайк этому видео, написать абсолютно любой комментарий, только какой-то адекватный, не просто супер, да, ну напишите что-то нормальное. И последнее, что вам нужно будет сделать, это подписаться
на мой телеграм-канал. Все, после этого вы автоматически участвуете в этом розыгрыше, и спустя 3 дня я объявлю результаты этого конкурса, и победителям отправлю NFT этого проекта. Они помогут вам в этом проекте заработать, да, либо можете их сразу продать на Atomic Hub и просто зафиксироваться. Это уже решайте сами. Участвуйте в розыгрышах, потому что обычно победителей достаточно много, и я думаю, что этот розыгрыш не будет исключением. Я постараюсь разыграть как можно больше NFT из этой игры. Как всегда, надеюсь, что это видео было вам полезно и дало какую-то новую интересную информацию. Если так, то вы знаете, что делать. А на этой ноте я буду с вами прощаться. С вами был Cloud Geo. Всем удачи, всем профита, всем пока.